Рад приветствовать вас, друзья, на канале. Сегодня будет очень интересный контент для всех и для меня в том числе. Нашел в Китае дешевые литий-титанатные пакеты фирмы GTK на 20 тысяч мАч. Что-то они около $15 обошлись. Впервые я купил на тесты литий-титанатные пакеты. Ранее я тестировал призматические литий-титанатные элементы фирмы Toshiba на 20 тысяч мАч и цилиндрические элементы фирмы Yanlong на 30 тысяч мАч и на 40 тысяч мАч. По титанату фирмы Yanlong на канале довольно много видео. Некоторые из них набрали от 80 до 125 тысяч просмотров на данный момент. Отсюда я понимаю, что тема литий-титанатных элементов вам очень интересна. Я тестировал элементы Toshiba и Yanlong на емкость. Элементы Yanlong также были проверены, страшен ли им глубокий разряд, и даже проверял их на пожаробезопасность. Эти видео есть на канале. Кто не видел, обязательно посмотрите. Очень интересно. Я оставлю ссылку на плейлист по всем титанатным элементам в описании и закрепленном комментарии. Я рад каждому, кто смотрит мои видео, делится ими в социальных сетях, ставит жирные лайки и оставляет комментарии, особенно длинные из 5 и более слов. Это все очень мотивирует меня искать новые интересные элементы в Китае и покупать их для тестов. Пройдемся по основным характеристикам, которые заявляет производитель. Габариты у них: длина с выводами 265 мм, но здесь они чуть короче, я замерял где-то 261 мм. Плюс, когда элементы будут сварены вместе, можно будет потом завернуть немножко. И если завернуть, то точно на 1 см можно сделать еще покороче. Ширина 120 мм и толщина 10 мм. Емкость 20 тысяч мАч, либо 20 Ампер-ч. Диапазон рабочих напряжений от 1,7 вольта до 2,7 вольта. У Toshiba и Yanlong по даташитам они даже могут глубже разряжаться до 1,5 вольта. И заряжаются выше, до 2,8 до 2,9 вольт. У этих элементов рабочий диапазон поуже. Нижний порог выше, а верхний порог ниже. Внутреннее сопротивление заявленное в пределах 1 миллиома. Но его я еще измерю. Также измерим и емкость. Реально ли они отдают 20 тысяч мАч. Габариты я уже проверил, с габаритами все верно. И также вес нужно будет проверить. Вес заявленный 550 грамм. Температура эксплуатации от минус 30 до плюс 55 градусов Цельсия. Также они поддерживают быструю зарядку SCIB. Ее также поддерживает и Toshiba, которая позволяет элементу заряжаться за несколько минут. Производитель рекомендует применять их для электротранспорта, хотя я не сказал бы, что это хорошая идея, ведь их энергоемкость не такая высокая, как, к примеру, у литий-NMC или литий-ион элементов. А вот в солнечной энергетике эти элементы будут очень хороши. Заказал я их для тестов, а также, если заявленные характеристики верны, была идея сделать из них пусковой аккумулятор для авто. Форм-фактор позволяет поместить эти пакеты в штатный корпус от стартерного свинцово-кислотного автомобильного аккумулятора, и никто даже не отличит с виду, что это литий-титанат. К тому же он встанет штатно на свое место и ничего допиливать не придется. А ресурс такого аккумулятора будет просто огромен. Автомобиль сгниет, а аккумулятор останется. Если вам интересно это видео, как я буду собирать пусковой аккумулятор для авто, ставьте свои жирные лайки и пишите в комментарии. Если наберем хотя бы несколько тысяч лайков, то такая сильная мотивация придаст кучу сил и позитива заниматься данным проектом. Так, взвешу элементы. 653 грамма, должно быть 550 грамм. Интересно очень. 658, 643, 652. 675 грамм, 637. Те образцы, которые больше всех отличаются, я отложу в сторону. Вес элементов от 640 до 655 грамм, но есть два образца. Один 675 грамм и 637 грамм. Сразу подпишу эти элементы, чтобы знать. 637 грамм и 675 грамм. Потом я их сравню и по сопротивлению тоже.
Странно, этот пакет вот плотный. Этот более мягкий. Вот этот прям играет. Очень странно. Очень интересная химия. Этот я тоже помечу. Подпишу его мягкий. Мягкий. 655 грамм. Теперь измерю внутреннее сопротивление. Начну с тех, которые сильно отличаются друг от друга. Они более интересные. 675 грамм, 655 грамм, мягкий, и 637 грамм. Эти два плотных, этот мягкий. Сопротивление щупов равно нулю. Сопротивление элемента 1,1 миллиом примерно. 1 миллиом. Ну, грубо говоря, 1,2 миллиома. Но, по идее, зависимость есть. Чуть менее легкие элементы, у него чуть повыше внутреннее сопротивление. Так, возьму еще какие-нибудь несколько образцов. 1,13 миллиом. Погрешность прибора плюс на вот этих вот непонятных никелевых выводах приваренных. Они, по-моему, в чем-то еще то ли жирные, то ли что, не поймешь. То 0,7, то 0,8. Я думаю, что более точно и более правильно измерять внутреннее сопротивление на алюминиевых выводах, а не на никелевых, которые приварены. Это будет более точно. 0,64 миллиома. Неплохое сопротивление для таких элементов. 0,73 миллиома. 0,8 миллиома. 0,68 миллиома. 0,85 миллиома. Подпишу значение сопротивления прямо на элементах. 0,87. Промерю оставшиеся элементы. Снимать это не буду. Промерил внутреннее сопротивление всех элементов. Здесь вот стопочка из 10 элементов с сопротивлением от 0,6 до 0,7 миллиом. Вот здесь эти три элемента, которые я подписывал изначально. 0,69 миллиом, который мягкий. Вот эти вот два элемента 0,87, 0,85 миллиом. Здесь три элемента 0,78, 0,8, 0,84 миллиома. И вот здесь вот два элемента, которые имеют внутреннее сопротивление 1 миллиом и 1,05 миллиома. Из всей партии я выделил несколько образцов. Вот здесь вот которые 1,05, 1 миллиом. Они, кстати, тоже такие гнутся. Я оставлю 1,05 миллиома для тестов. Затем мне интересно протестировать с минимальным сопротивлением. Он, кстати, тоже мягкий. Тогда вот этот я убираю, мягкий. У него чуть больше сопротивления, 0,69. Лучше протестировать с сопротивлением 0,6 миллиом. И вот эти вот два образца 0,87, 0,85 миллиом, которые весят 675 грамм. Это максимальное было значение по весу. И минимальное 637 грамм. Сначала я протестирую вот эти два элемента, а потом протестирую эту пару. И можно будет судить о партии этих элементов. Хотя бы приблизительно. Для того, чтобы протестировать элементы на емкость, нужно подпаять к ним провода и подключить к зарядному устройству. Припаивать провода буду с помощью кислотного флюса. Здесь уже никелевые пластины, к ним довольно легко припаиваться. Так, это плюс. Намазюкаю флюсом. Флюс я использую F6. Кислотный флюс. Здесь нужно быть аккуратным, чтобы не капнуть на сам элемент оловом расплавленным. Не проносить паяльник, когда на нем капля олова. Быть с этим аккуратным. Так, провода припаяны. Теперь надо как-нибудь вот так вот сделать, чтобы... Я делаю максимально, чтобы лучше смотрелось на камеру.
В каком-то из видео мне говорили, зачем я элементы ложу сверху на зарядку, может загореться, испортить и так далее. Это я делаю для того, чтобы видео смотрелось лучше, чтобы кадр был крупнее, чтобы не лежал. Если все будет лежать рядышком, то нужно будет зум делать не таким большим. А так можно сделать зум, и изображение будет более крупным, и цифры все будет более смотрибельно. Все делаю для того, чтобы все смотрелось лучше. Все, сейчас поставлю на зарядку. Так как зарядное устройство для авиамоделей не поддерживает литий-титанатные элементы, и это в том числе тоже не поддерживает, заряжать буду в режиме никель-цинковых элементов. Чем хорош этот режим? Этот режим хорош тем, что у никель-цинковых элементов здесь в настройках можно выставлять напряжение конца заряда в довольно широком диапазоне. От 1,2 вольта до 2 вольта. Так как диапазон от 1,2 вольт до 2 вольт не подходит, чтобы зарядить элемент с напряжением 2,7 вольта, поэтому в настройках нужно будет выбрать два никель-цинковых элемента, а напряжение установить 1,35 вольта. 1,35 на 2 дадут как раз 2,7 вольта. Выхожу, сохраняю, выбираю два элемента здесь. Ток заряда выставлю 20 ампер. Также и для второго элемента. Ток заряда выставлю 20 ампер и те же настройки. Чтобы еще раз убедиться, 1,35 вольта и два элемента. Все верно. Здесь то же самое. Два элемента, 1,35 вольта. Как зарядится, сразу же приступлю к разряду и замеру емкости. Элементы зарядились. Так, еще раз. Этот 0,6 имеет сопротивление, а этот 1,05. Сейчас измерю еще раз внутреннее сопротивление. Изменилось ли оно после заряда? Очень интересно. Так, сопротивление щупов равно нулю. Здесь было 1,05. Ну, 1 миллиом. Можно сказать, ничего не изменилось. Ну, это неудивительно. Для титаната 0,63. Да, это погрешность прибора. Сопротивление не изменилось. Разряжать буду в режиме кадмия. Напряжение конца заряда выставлю равным 1,7 вольта. Ток 40 ампер. Разряжать буду сначала один, потом второй, чтобы не перегреть зарядное устройство. Погнали! 11 ампер-час израсходовано. Элемент едва теплый, провода горячие. Конечно, там такое падение на них сейчас. Температура элемента 31 градус. Продолжаю разряд. Охренеть можно, элемент уже отдал 21 ампер-час. Заметьте, что это зарядное устройство считает правильно, это новая версия уже. Там и плата 2015 года, я проверял, мультиметром замерял, ток показывает правильно и считает миллиампер-часы правильно, в отличие от старой зарядки, которая немножко подбирала. 21,3 ампер-часа, ну, элемент тепленький, он практически сильнее не нагрелся на 2 градуса, всего лишь к концу заряда. Ну, ток это, конечно, очень мизерный для него, но это просто бомба, а не элементы за $15. Такие титанатные элементы, блин. Нужно, короче, собирать большую партию, консолидироваться и заказывать эти элементы, пока они еще есть в Китае. Отправить можно будет, если что, если кто не умеет сам покупать с Китая, то пишите. Можно будет собрать определенное количество людей, заказы и заказать большую партию, потом уже из Казахстана отправлять куда надо. Поставлю пока второй элемент на разряд. Сейчас зарядка без проблем уже справится с таким количеством энергии. И это главный элемент, который имеет внутреннее сопротивление самое большое, 1,05 миллиом. А китаец подстраховался специально. Сопротивление указал около 1 миллиома, хотя реально на алюминии 0,6-0,7 миллиом. Элементы разрядились, отдали даже больше, чем заявляет производитель. Это просто замечательно. За эту цену это просто бомба, а не аккумуляторы. Надо запасаться ими, запасаться. Пока они не закончились. На 0,3 миллиома, грубо говоря, увеличилось сопротивление. Было 1, стало 1,28. Здесь было 0,6. Стало 0,81 миллиом. Тоже на 30%. Зависимость есть. Увеличение на 30%. Когда элементы разряжены.
Так, сейчас я подключу другие элементы. Ну, едва тепленький такой. Что неудивительно. И вы заметили, как отдавалась емкость? Емкость они отдавали очень плавно, даже в конце заряда. Емкость еще была. И зарядное устройство завершило заряд при 4 амперах. Можно было еще до 2 ампер разряжать. Снижать ток и разряжать. Но в зарядном устройстве стояло завершение заряда 10% от начального тока. 10% от 40 ампер это как раз 4 ампера. То есть они бы отдали больше еще на ампер другой. Теперь следующие элементы. Подпаяю провода к ним. Ставлю элементы на зарядку. Никель-цинк. 1,35 вольта, 2 элемента. Все верно. Все, пусть заряжается. Элементы зарядились. Надо измерить их внутреннее сопротивление в заряженном виде. 0,87, правый 0,85 миллиома. Сопротивление щупов равно нулю. 0,87 было. На 7 сотых стало меньше. Тут 0,85 было. На 15 сотых. Странно, у этих элементов сопротивление стало ниже, причем значительнее. Интересно, интересно. Напишите в комментариях, какие у вас догадки по этому поводу. Я склоняюсь, что эти элементы были уже в употреблении. Ну, неспроста они столько стоят. $15 это вообще, конечно, за даром, можно сказать, за такие элементы. Интересно, сколько они прослужат еще? Нужно ставить, нужно использовать. Только тогда можно будет узнать, сколько они прослужат. Разряд до 1,7 вольта. Попробую сейчас разрядить сразу оба элемента. Чтобы времени терять, уже убил столько времени на это видео, пока сценарий писал. Сколько часов сейчас еще провозился. Капец. Часов 6 уже, наверное, убил на это дело. Все не по сценарию идет. Так что я буду очень рад обратной связи в виде жирных лайков. Когда я вижу, что вам видео нравится, это очень мотивирует тратить время на подобного рода видео, которые отнимают уйму времени. Прям колоссальное количество времени. Это я еще про монтаж не говорю. Нужно будет еще заниматься монтажом. Это сколько часов еще. Поэтому мне очень всегда приятно, если вы комментируете, ставите лайки, вам видео нравится. Я благодарен каждому, кто смотрит мои видео, ставит жирные и не только жирные лайки, делится моими видео в соцсетях. Это очень и очень мотивирует. Элементы разрядились. Замерю внутреннее сопротивление в разряженном виде. Сопротивление щупов почти равно нулю. 1 миллиом было 0,87. Увеличилось, ну, естественно, как и у тех, 0,97. Но тоже увеличилось. Пропорционально. Примерно на 0,15 миллиом. Но элементы реально отдают свою заявленную емкость. Это очень хорошо. Сейчас, зная, сколько они отдают, можно посчитать энергоемкость элементов. Энергоемкость подсчитывается довольно просто. Я беру среднюю емкость отданную. Ну, они не до конца разряжены. Ладно, 22,5 ампер-часа. Умножаем на среднюю точку этих элементов 2,3 вольта и делим на вес 0,65 килограмм. Энергоемкость элементов получится 79 Вт-час на килограмм. Это соизмеримо с элементами Yinlong цилиндрическими, которые я уже тестировал на канале. И я думаю, что эти элементы себя очень хорошо покажут. Но опять же, это мое предположение. По-хорошему их надо запускать в работу и смотреть, как они себя поведут. Пишите в комментариях, стоит ли собирать стартерный аккумулятор на их основе, стоит ли снимать об этом видео, как себя ведет этот аккумулятор в будущем, сдуются ли они от морозов, от нагрузок пусковых токов. Я думаю собирать батарею 6S2P, то есть 6 последовательно и по 2 параллельно из таких элементов, потому что по одному, я думаю, это маловато будет. Как и по емкости в буферном режиме, так и по пусковым токам, потому что здесь все-таки выводы вареные. И здесь довольно сильное падение в этом месте происходит. Как мы видели, если измерять сопротивление с никелевых пластин на 30% больше, нежели если измерение проводить непосредственно с алюминиевых выводов. Что можно сказать про эти элементы? Реально элементы просто бомба. Я даже не поверил, когда увидели их в Китае.
такую цену $15 за литий-титанат, это, конечно, вообще. Ну, решили заказать, и вот что вышло. Оценивать вам. Я считаю, что нужно кооперироваться, собираться и заказывать большой партией. Потом уже придумаем, как с Казахстана это все доставлять. Я думаю, это не составит большого труда. На этом у меня все. Я благодарен каждому, кто смотрит мои видео, ставит жирные лайки, пишет содержательные комментарии. Это очень мотивирует на съемку, на поиск новых аккумуляторов и так далее. Спасибо за просмотр, спасибо, что досмотрели ролик до конца. Увидимся в следующих видео. Всем пока!